Дети умирают не дома, дети умирают в других местах. Рассчитывать в мире не на что. Бога нет. Минздрав бесполезная штука получается? Архаичная, да. Подавляющее большинство людей, которые уверены, что они спасают детей, на самом деле они им вредят. Люди страдают искренне, физически страдают от того, что происходит. Горошинки, которые спасают жизнь. Потому что грудь сладкая, потому что в ней наркотики содержатся в грудном молоке. Да. Переработает. Там совсем чуть-чуть. Я думаю, что большинство людей живет, не приходя в сознание, всю жизнь. Окей, пусть у нас будет маленький процент непривитых паразитов. Ребят, это куку, это как бы, это уже неадекватно. Федь, ты сейчас обрекаешь себя на хейт. Вжих-вжих, и все. Ты написал книгу «Федиатрия». Угу. Зачем тебе было важно написать эту книжку? Ты знаешь, у меня книжка начинается вообще не с медицины. Точнее, не с практических советов. Она начинается с всякой философии, за которой меня тоже многие читатели ругают. И говорят, что это вообще, какое-то личное мнение, зачем это здесь? Я рассказываю про врачей, про то, что такое доказательная медицина, как отличить там хорошего, плохого педиатра, почему у нас в стране так все странно и не весело. В этой книжке есть много меня, хотя там не совсем я тоже. Там такой я, который стоит на табуреточке. Я этой частью книги, мне кажется, просто многих располагаю к себе, потому что они видят единомышленника. А потом они переходят к медицинской части, и у них уже доверие больше к тому, что написано. Потому что, правда, кто я такой? Где написано про меня? Я не Спок, я не Комаровский, у меня нету регалий. Я не кандидат наук, там ничего такого, да, кто это такой? Для человека, который приходит в магазин и смотрит на книжку, кроме яркой зеленой обложки, она ни о чем не говорит. Ни слова «федиатрия», ни фамилия Катасонов ни о чем не говорят. Но читают, покупают, читают, пишут отзывы. На e-mail пишут, на Facebook пишут, приходят на прием и говорят, что мы читаем вашу книжку и все такое. Помогает жить. Есть запрос и есть, очевидно, информационная лакуна. И я просто хотел эту лакуну заполнить, потому что мне надоело, когда люди спрашивают одни и те же вопросы. Мне хочется, чтобы они прочитали это, чтобы люди не задавали одинаковые вопросы, чтобы у них был источник информации, когда они могут прийти, посмотреть, ага, все, ничего лишнего, то, что нужно, вот оно все здесь написано. Диплом или сертификат? Это клиника, одна из клиник, в которых ты работаешь. Да, очень гостеприимная клиника. Я здесь работаю раз в неделю. Вообще не похоже на клинику. Во-первых, мы с тобой без бахил. У меня вообще идет священная война с бахилами. Я их не признаю нигде, вообще ни в каком учреждении. Считаю, что это бесполезно. Почему? Это не помогает ничему. Потому что это увеличивает грязь для уборщиц, потому что они обязательно где-нибудь протекают. Это не помогает не привнести грязь в клинику. То есть гораздо эффективнее просто убраться лишний раз, вытереть ноги, потереть пол. То есть считается Инфекции. любителями бахил, что бахилы берегут от внутрибольничной микрофлоры. И наоборот, но на самом деле это не так. И я как любитель антигенной нагрузки, то есть грязи всякой везде, я считаю, что это хорошая тренировка для иммунитета. К бахилам тоже отношусь очень негативно, потому что они не выполняют свою функцию. Это что здесь за пневмопочта? Это аттракцион такой, привлекающий пациентов, детей в первую очередь. Но родители тоже съезжают. По-моему, 200 килограмм выдерживает эта горка. Вот, то есть я тоже могу съехать. Надо сказать, что очень успешная была идея. То есть люди действительно приходят, им всегда есть чем заняться или о чем подумать, что будет после. Вот они пришли ко мне на прививки, и мальчик уже сидит и знает, что прививка окей, а после прививки он побежит наверх и скатится. Слушай, это на самом деле входит в противоречие абсолютно с концепцией советской медицины о том, что если человек заболел, он должен страдать. Ты пришел к врачу, ты должен как-то пострадать. Страдать – это концепция такая тотальная. А мы сейчас верим в то, что дух боевой очень сильно помогает выздоровлению, и что нам нужно укомфортить пациентов. Поэтому я не считаю, что больница должна выглядеть как больница. Она может выглядеть как угодно, лишь бы всем было комфортно. Вообще, когда мы выбираем цвет, это отчасти диагностика. Но я тебе предлагаю долго не думать. Фиолетовый? Давай посмотрим на это. Фиолетовый? Фиолетовый. Фиолетовый, знаешь, бывает разный. Темный, светлый. Это уж там специалисты обнаружат, темный он или светлый. Как ты решил стать врачом, тем более детским врачом, что вообще расстрельная работа?
Врачи бывают разные. И есть врачи, которые думают об этом с детства, которые уходят в специальные медицинские классы какие-то, изучают медицину. Это не твоя история? Это не совсем моя история, потому что я вообще в целом с детства увлекался разной наукой. У меня были всякие энциклопедии, там, юного физика, математика, химика. И мне как раз просто естественные науки больше всего нравились. Про медицину я особенно не думал, и когда пришло время выбирать, я как-то по какой-то моде зачем-то 8 месяцев занимался в МГУ, собирался поступать на экономфак. И где-то в марте, накануне поступления, я понял, что меня это прямо вот вообще не мое, я не готов, не хочу. И стал думать, что же мне такое близкое, интересное. Почему с наукой у меня сразу не сложилось? Потому что у меня родители были ученые, и мама была биохимик, папа биофизик, и я видел развал их институтов, то, что происходило, когда у них нет работы, когда нет денег, это начало 90-х. И для меня такая была, видимо, травма, что это классно, суперинтересно, романтично, но ученым быть невозможно просто в нашей стране. И я, в общем, как-то стал думать, а как можно сочетать вот этот мой интерес с чем-то таким, где я не останусь без работы. Плюс наложился сериал «Скорая помощь», я так думаю. Ну, в общем, я сказал папе, что нет, пожалуй, я хочу, наверное, врачом попробовать. Ну обычно любая мама говорит своему ребенку: давай ты будешь врачом. Это всегда наступает примерно в 5 лет. Нет, такого не было, конечно, никакой «давай ты будешь врачом». Вообще мои родители в плане профессии никаким образом на меня как-то не давили, не влияли. Может быть, только даже негативно скорее. То есть, когда там папа говорил, может, там юристом, а мама приходила и говорила, не надо юристом, это будешь всегда на кого-то работать, вообще какая-то подчиненная профессия, не ходи туда. К врачам было всегда уважение у нас в семье в целом. Эти люди, понятно, кто были, мы все любили родственников врачей наших, но я не могу сказать, что у меня был какая-то высшая цель, как я врач от Бога, сейчас пойду спасать детей. Педиатрический факультет я выбрал, может быть, потому что мне как раз меньше хотелось лечить взрослых. Я с детьми всегда находил общий язык. Когда был выбор, взрослые или дети, для меня не было такого выбора. Слушай, ребенка лечить тяжелее, чем взрослого. Ребенок не может сказать, что у него и где болит. Он просто страдает. Это обывательское представление. Да. На самом деле взрослые гораздо более больные, чем дети. У них гораздо больше всяких темных тайн и секретов и прочих заморочек, и травм. И в этом смысле ребенок как-то, в каком-то смысле понятнее. Ему даже не надо особенно говорить ничего. Если мы говорим про полевую педиатрию, про той, которой я занимаюсь, там маленькие дети, родители, новенькие родители, которые не знают еще как чего, их надо успокоить, объяснить. И в этом смысле моя профессия на самом деле сейчас, она даже не очень-то лечебная. По большей части это какое-то успокоение, внесение спокойствия в родительский мозг, нормализация, объяснение, что то, что происходит, это банальная, нормальная история. Люди, это же классно. Вот у вас тут ребенок. Зачем вы ищете его несовершенство? Зачем вы ищете у него там прыщики? Зачем вы смотрите, где там что как-то не так? А как вы успеваете наслаждаться вот этим маленьким ребенком? Вот он растет просто моментально. То есть вжих-вжих, и все. И вот это был прекрасный какой-то червячок, потом эмоциональный кабачок, потом он что-то куда-то пополз, а потом хоп, уже школа, потом подросток, уже подмышки пахнут, уже там ругаются и все такое. Это же супер скоротечная история какая-то. А мы вместо того, чтобы классно наслаждаться, получать удовольствие от того, что происходит, мы действительно очень много выискиваем несоответствие какому-то идеальному ребенку. Какой-то он должен быть супер здоровый. А если что где не так, надо к врачу, надо лечить, надо исправлять, тут подрежем, там подпилим, чтобы был прям идеальный. Исторически так уж сложилось. Мужчины больше времени проводили на работе, а вся забота по организации домашнего быта была на женщинах. Времена, слава богу, изменились, но пропорции вовлеченности в домашние дела те же. Мужчины в среднем тратят на них 1 час 23 минуты в день, а женщины почти в 4 раза больше. В современных российских семьях вопрос заботы о доме часто решают в формате «скинуть все на женщину». Бренд «Зева» 2-й год подряд уделяет внимание этой проблеме и запускает кампанию «Хорошо там, где заботятся вместе». Ее основной посыл – научить семьи справедливо разделять домашние обязанности.
В рамках кампании бренд провел эксперимент, в котором 3 обычные семьи договариваются о более справедливом распределении домашних обязанностей и формируют эту полезную привычку с помощью инструментов бренда Зева. Результатом этого эксперимента стал видеоролик, который можно посмотреть на сайте компании. Прийти к такому результату им помогают конкретные практические инструменты. Один из них – вот такой календарь заботы о семье. С его помощью можно оценить, насколько каждый из партнеров вовлечен в заботу о семье и доме и, если это необходимо, перераспределить домашние обязанности более справедливо. Вот здесь члены семьи помечаем каждого своим цветом, а на пересечении домашней обязанности и дня недели становится понятным, кто и за что конкретно отвечает. Календарь заботы доступен в 2 форматах. На сайте Зева можно скачать PDF-версию, распечатать ее и повесить в удобном для вас месте, например, как у нас на холодильнике. Или в формате чат-бота в официальной группе Зева ВКонтакте. Чат-бот умеет напоминать о невыполненных заданиях и давать лайфхаки по правильному распределению домашних обязанностей. А еще бренд подготовил соглашение заботы о семье, которая помогает не забывать про совместный уход за домом и заботу друг о друге. Переходите по ссылке в описании, присоединяйтесь к полезным инициативам Зева и распределяйте домашние обязанности гармонично. Какие главные заблуждения есть у российских родителей? Я не знаю, какие главные. То есть у каждого свои тревоги, у каждого свои страхи. Они приходят, и они вообще основаны на собственных там, каких-то травмах, на каких-то проблемах тоже из детства. Вот. Есть, конечно, банальные какие-то штуки. И есть банальное противостояние родителей, бабушек и дедушек, например. Что, кстати, важно про них понимать. Они всегда, естественно, исходят из самых благих побуждений родителей. Естественно, что они своим детям хотят самого большого блага. Но при этом они могут стать и антипрививочниками жесткими, да, как бы, и при этом они могут ходить по каждому чиху к врачу и показывать его 25 специалистам, потому что они уверены, что это, наверное, лучше их прикроет. Наверное, как-то сделает ребенка здоровее. Да? Давай, хорошо, я тебе перечислю, вот как устроен российский родитель, ну, как я себе представляю. А ты мне скажешь, где он ошибается. Значит, беременность – это тяжелая болезнь, которую должны наблюдать много специалистов, и вообще еще неизвестно, чем это все кончится. Рождается ребенок, и дальше женщина должна сесть на строжайшую диету, потому что ей нужно его вскармливать грудью, а молоко должно быть чистым, как слеза того же самого младенца, поэтому ничего нельзя есть, ничего нельзя пить, нужно все время слушать приятную музыку и вот все время его кормить. Подожди. Я не думаю, что ты сама в это веришь. Поэтому я бы не стал здесь так обобщать. Ну да, есть люди, наверное, которые так думают. Мы потихонечку это продвигаем тоже, что это не так. И расширяем всегда все возможности, да, что как бы никаких диет, никаких ограничений физической активности. Диета – это ограничение. Мы не просто так же питаемся, да, нам нужно какое-то количество нутриентов, то есть питательных веществ разных, микроэлементов и так далее, витаминов. И когда мы ограничиваем диеты, мы на самом деле чего-то людей лишаем. В этом случае даже двоих, потому что у нас есть мама и есть ребенок. И если ребенок дополучит, это будет за счет мамы. А может и ребенок недополучить. Поэтому к диетам мы относимся сейчас совсем по-другому. И мы назначаем диеты только исходя из того, что мы уже видим. Когда мы понимаем, как бы действительно, в чем вред того, чего мы ограничиваем. Одна мама может наесться капусты, и будет все в порядке, а другая наестся капусты, и у нее ребенка будет пучить, например. Да? Опасно это, что ребенка пучит? Нет. Надо из-за этого ограничивать капусту? Ну, наверное, нет. Но, с другой стороны, если мама помучается пару дней с ребенком из-за того, что его пучит, может, она сама перестанет эту капусту есть. Да? Одни кормящие мамы могут пить кофе, другие видят, что с их детьми что-то там происходит. Они какие-то очень возбужденные, например. Ну, тогда, наверное, мы... Ну ладно, а просекко-то можно? Можно. Красное Тут вино. тоже есть вопросы, потому что надо понимать, что медицина не точная наука, и в медицинском сообществе есть разнообразные мнения, подкрепленные в том числе доказательствами с разных сторон. Но в целом, в общем, есть мнение, что алкоголь вообще нельзя при кормящей маме, что он попадает в молоко, и в любом случае любое количество будет плохо. Вот. Есть более-менее равнозначное мнение, что я к нему, в общем, больше склоняюсь, потому что мы всегда оцениваем пользу и риски. И я за то, чтобы мама была спокойная. Я за то, чтобы маме было хорошо. Если это достигается бокалом просекко, вообще
как бы, цена за это минимальная просто. Лучше иметь спокойную маму, выпившую бокал просекко, чем маму в тревоге или там какую-то нервную, и ребенку не попадет ни капли спирта. Переработает. Там совсем чуть-чуть. Когда рождается ребенок, и вот его вскармливают, считается, что ему нужен сразу врач, который будет все время его осматривать. Смотри, здесь интересная штука, да, я с этим тоже часто сталкиваюсь, потому что меня спрашивают по поводу контрактов, по поводу страховок, и так далее, да, то, что прикрепиться куда-то. Это, конечно, совершенно атовизм мышления, потому что у нас принято, что мы прикреплены к поликлиникам, да, поэтому мы не улетаем в космос. Кто не прикреплен, тот как будто бы его нет. Это страшно. Когда-нибудь система про меня забудет, меня оставит, не знаю, где-то. Это такое немножко подчиненное, слегонца рабское отношение, в общем, к системе, потому что, в идеале система должна нас обслуживать, а не мы ее зачем-то обслуживать тоже. Потому что иначе, чем обслуживание системы, некоторые медицинские требования я никак не могу назвать. Действительно, куча вещей, которые происходят с детьми в поликлиниках, они нужны врачам и поликлиникам, но они не нужны родителям и ребенку. Например, бесконечная диспансеризация первого года, какие-то анализы. Лично я показываю на первом году детей 2 специалистам и делаю одно УЗИ. И все. Никаких анализов крови, мочу здоровому ребенку вообще считаю сдавать преступно. У нас есть куча вещей, которые требует поликлиника. Приходите, пройдите, приходите, сделайте. Кому это нужно? Это нужно поликлинике, потому что у нее отчетность. А почему так придумано? Наша система воспитывает врачей наказанием. У нас нету адекватного взрослого подхода к врачебным ошибкам, каким-то сложным историям. Нету обсуждения и контроля. У нас есть врач, который работает и понимает, что его важнейшая задача в системе – не получить по шапке. Откуда, собственно, например, взялись эти диспансеризации, да, когда у врача по 5-7 минут на человека. Диспансеризация очень важна, потому что диспансеризация собирает подписи и размазывает ответственность. Один врач придет, за 7 минут что-нибудь напишет, а вдруг что пропустит – страшно. Пойдем, 20 врачей пройдем, они все что-нибудь напишут, и уже мне не так страшно, потому что это не только я подписался, а еще он невролог, кардиолог. Это при этом на самом деле не невролог, не кардиолог, это уже совершенно профанация профессии. Вот эти люди, которые сидят, смотрят здоровых детей. Ребенок должен как можно меньше соприкасаться с медициной, как можно меньше сталкиваться, потому что, к сожалению, это и вопрос уровня нашей медицины в целом, да, но у нас, к сожалению, от медицины может быть больше вреда и больше тревоги, сильно больше тревоги. То есть врач, к сожалению, склонен выбирать те решения медицинские, которые с меньшей вероятностью приведут к тому, что он будет нести за это ответственность. Это, например, касается назначения антибиотиков. Очень простая тема, да? Если врач назначил антибиотик, он всегда может отбрехаться, почему он это сделал. Никто не будет проверять, нужен был антибиотик или не нужен. Врач напишет, что какие-то подозрительные признаки на бактериальную инфекцию или что-то еще. В общем, придумает, что написать. Не дурак. 6 лет отучился. Наказать врача за назначенный антибиотик, когда он не по делу назначен, практически невозможно. С другой стороны, если врач не назначает антибиотик, в небольшом совсем проценте случаев это может привести к тому, или даже нет, или даже само собой произойдет, что присоединится бактериальная инфекция, потому что антибиотики профилактически не работают. Да? А бактериальная инфекция может осложнить любую вирусную, например. И в этом случае, если ребенку становится хуже, кто оказывается виноват, что не назначил вовремя антибиотик? Никому нет дела, что он не помог бы, никому нет дела, что это не вовремя. Да? Но в целом ребенок ухудшился, врачу нужно снова, может, пойти на вызов. Или привести ребенка. А если еще хуже, что произойдет? А если стационар попадет? А тут врач за него отвечает. Поэтому проще назначить антибиотик. Это медицинское решение? Медицинское. Оно принято на основании медицинских аргументов? Нет. Просто мотивация такая То же самое с прививками. Полно латентных антипрививочников у нас врачей. Почему? Потому что, предположим, родители пришли и говорят, нам надо сделать прививки по возрасту. А врач им говорит, необоснованно, это нигде ни в одном документе нет такого требования, сделайте анализы. Они делают анализы. То есть анализы перед прививкой делать не надо? Анализы перед прививками делать не надо. Нет, ни в одной стране мира это не делают. Это дремучее, совершенно бессмысленное занятие, потому что анализы не выявляют противопоказаний к прививкам. Они выявляются при осмотре, эти противопоказания. Анализы ничего не добавляют к этому. Так вот, врач берет анализ и видит там какие-то минимальные изменения. А минимальные изменения можно увидеть всегда. И что делает врач? Пишет медотвод. Почему? Потому что вроде как формально можно написать медотвод? Можно. Если я сделаю прививку, что будет? Я сделаю прививку,
И потенциально, а если что, а если там какое-то последствие, а родители придут, жалобу напишут, а потом комиссия. А комиссия как решит, так решит. Вообще непредсказуемо. Там нет объективных каких-то историй. В этой ситуации какая мотивация внутреннего врача? Делать прививку или не делать? Есть повод сделать медотвод? О, классно, у нас в анализах какая-то фигня. Отлично. Напишем, пусть пьет железо. Там, через несколько месяцев придет кому-нибудь другому, пусть кто-нибудь другой делает прививку. Например. Не все врачи так работают. Есть врачи, которые вообще по-другому у них мотивация устроена. Как раз такие прям самые идейные. Это очень классно, что они есть. Но мы не можем на них рассчитывать. Система работает так, что мотивация вот именно такого рода возникает. Поменьше сделать, как сейчас система работает. Врачей, когда начали сажать всюду, начали какие-то дела заводить. Ну, какая мотивация врача? Вообще уйти. Ну, зачем я буду вот это все бумажки, все эти там какие-то копейки, все эти пациенты, которые уже вот здесь вот сидят, как бы, и меня еще и посадить могут. Ну, что это за работа? Каким должен быть современный педиатр в 21 веке в России? Ты сказала, в 21 веке в России, да? Ты знаешь, мне кажется, что было бы хорошим качеством педиатра в 21 веке в России, если бы он не сильно отличался от педиатра в 21 веке в какой-нибудь другой развитой стране. Я не думаю, что надо тут изобретать какой-то велосипед, но хотя бы чуть-чуть больше образования, чуть-чуть больше эмпатии, немножко другую мотивацию. Энтузиастов-то много. И они тоже там готовы на своем вот этом «я природный такой врач, я спасаю людей» долго работать. Но проблема в том, что система просит каких-то других вещей от врачей, чтобы они в ней хорошо сохранялись. И этот энтузиазм остается как бы на ресурсе самого врача. И в итоге есть очень большой риск выгорания. В общем, без всякой поддержки системы, ни в образовании, ни материальной поддержки. Как бы вот ты просто сам внутри там такое сохраняешься. Вот. И дальше пути, ну, как бы или из этой системы уйти, как-то покинуть ее, да, или какое-то выгорание тоже без особенной поддержки, потому что в американских госпиталях там есть система эмоциональной поддержки врачей, когда просто специальные там у них коды тоже есть, когда врачу нужна помощь какая-то, там, с паникой справиться, с выгоранием справиться, какой-то тимбилдинг, еще что-то. Вот это вот не хватает. Поэтому мне кажется, что человек, который будет все время учиться, у которого есть свой энтузиазм, который 100% должен читать на чужих языках. То есть врач, любой педиатр российский, районный, должен уметь читать по-английски. На самом деле это даже не то, что вопрос перевода, это вопрос махины. То есть махина нашего руководства медицинского, она такая тяжеловесная и долгая, что пока до нас доходят какие-то рекомендации, они уже устаревают в переводе, в одобрении, в каком-то таком, значит, вот уже оформлены как там руководство, там, да? Они иногда бывают более адекватные, иногда менее адекватные, но в целом должна быть какая-то большая прозрачность и какая-то большая, мне кажется, преемственность у откровенно опередившей нас западной медицины. И пока это так, врачи должны знать английский язык, иначе они отстали. Иначе они отстали очень сильно. А что надо, чтобы это поменялось? Наверное, в первую очередь надо, чтобы регулировал это все не Минздрав, а профессиональные медицинские сообщества. А что, существуют в России такие сильные профессиональные сообщества врачей? Я о них не слышала. Нет, это очень сильно сейчас обсуждается. Это должно быть профессиональное сообщество, которое так и называется. Коллегия, общество или какая-нибудь там ассоциация. Такого у нас просто нет. И самое главное, что оно сейчас и невозможно, потому что оно не будет признано. Все равно все должно идти через Минздрав. Все равно все образование, все сертификации и так далее, все идет через чиновников. Минздрав бесполезная штука получается? Мне кажется, архаичная, да. Да, я думаю, что у нас должны быть определенные институции, которые будут объединять все. Должны быть, конечно, ассоциации, какие-то институции, которые занимаются общественным здоровьем на уровне всей страны. Но они не должны заниматься образованием врачей. Они должны заниматься организационными мероприятиями, той же эпидемиологией, вот решать вопросы, там, карантин, не карантин, что мы сейчас откроем, какие нужны меры, да, вот такого рода какие-то. А образование врачей, их уровень компетенции вообще, что происходит, чем мы руководствуемся, кто это лучше врачей понимает. Врачи читают литературу, читают зарубежное руководство, у них есть данные доказательные. Они должны на этом основании, собственно, как-то корректировать свою работу постоянно. А как ее скорректировать в образовании, например? Это должно не только до врачей дойти, которые потом к ним придут эти бывшие студенты, и врачи им покажут на практике, вот это все рассказывали фигня. Но хорошо бы, чтобы это в институты пришло. Так возможно? Да, возможно. Возможно,
если тоже институты будут не в своих кафедрах там инкапсулироваться каких-то, а, например, кафедра будет управляться тем же самым профессиональным сообществом. У нас есть там, условно, 5 мединститутов. Почему не сделать так, чтобы акушерство, гинекологию преподавали там люди из собственно, этого самого медицинского сообщества? Не чтобы те люди, которые там на кафедре формировали это сообщество как будто бы, да, что это практические люди, которые практикуют, занимаются, которые в курсе того, что происходит. Они же обучают студентов. Слушай, ну ты понимаешь, ты сейчас ставишь под вопрос логичность существования огромной махины чиновников Уже под названием Минздрав. Уже много лет. Но это не только Минздрава касается. Это вообще устройство нашей системы касается. В целом государственной. Ну, то есть это не единственное... Нет, почему революция? Вот я тут совсем не согласен с этим. Я очень против крови, и я, честно говоря, мало видел революций, которые хорошо закончились. Но просто должны быть какие-то люди, ну, наверное, не я. Наверное, какие-то активные, классные люди, которые заряжены на то, чтобы куда-то внедриться и что-то там изменить изнутри. Хотя система очень сопротивляется. Но подвижки есть. Вон на Москву смотри, да, как бы политически Москва... Все понятно с ней. Как у нас тут ловят людей, как их избивают, да, все это понятно. Но есть еще Москва, которую мы как бы видим по удобству. Ну, как бы кто будет спорить, что Москва Собянинская, Москва Лужковская – это просто небо и земля, да? Ну, то, что мы сейчас видим, то, что мы имеем, то, как мы работаем с документами, то, как мы ходим по улицам, в конце концов. Очевидно же, что стало намного удобнее и приятнее. Да? Со своим совковым флером, как бы с кучей проблем, с плохой политикой, но, тем не менее, приятнее становится, безусловно. И я думаю, что медицина тоже в целом идет в хорошем направлении. Ну, как бы как иначе? Люди читают, понимают, и везде есть люди, которые получают государственные награды, и при этом они, в общем, можно сказать, практически из нашей тусовки врачебной, да, такой современной, понимающей. И у нас есть главные врачи, есть люди, которые государственные премии получают и не стесняются этого в целом. Да. Надо стесняться. Вот. Ну, это личное дело каждого. Но я к тому говорю, что в системе тоже есть большое количество людей, которые думают как бы прогрессивно и пытаются улучшить медицину и соответствовать каким-то современным данным. Россия одна из немногих стран в мире, где по-прежнему вызывают педиатра на дом. Да. И что? Хорошо это или плохо? На мой взгляд, это бессмысленно. Это как раз работает там, где педиатр ничего не стоит. Он доктор, он 6 лет учился, у него там ординатура, интернатура, не знаю что. Но это очень должен быть в идеале образованный человек. Компетентный, в которого вложили много труда и денег, он сам вложил в себя много труда и денег. Так должно быть в идеале, да? И мы будем его гонять по соплям, по домам, как бы требовать там, не знаю, что там какие-то конфликты происходят все время. То бахил не надел, то просто избить захотелось, как бы еще что-то. У нас врачей скорой помощи приходящих это часто травмируют. А вызывают в основном на всякую фигню. И вот из-за этой фигни доктор должен пол своего дня ходить по непонятно чему. В хорошем случае у него машина есть. И, ну, как-то тоже, наверное, в силу своего образования или для повышения собственной значимости назначать какие-то бессмысленные лечения. Ну, просто чтобы не приходить и говорить, ну, у вас тут все, ничего нет. Тоже жалобы же могут быть. А как это должно быть устроено, по-твоему? Я абсолютно уверен в том, что медицина должна быть платной. Я думаю, что экстренные ситуации, само собой, жизнеугрожающие, должны быть бесплатные. Но в целом медицина, которая завязана, например, на образе жизни, на том, что мы сидим все время и не двигаемся, едим всякую фигню, бухаем или еще что-то такое, да, как бы абсолютная безответственность, которая возникает как следствие того, что, в том числе того, что люди не платят за то, чтобы получить помощь никакую. Там есть еще, конечно, аспекты, что у нас и обращаться-то не особо любят. Когда собираю анамнез, я пишу про здоровье родителей. И у меня статистически как-то сильно чаще получается, что родитель папа здоровый, а родитель мама с каким-то набором болезней. Конечно, это вопрос того, что они еще сильно недообследованы. Не может такого быть, что мама больная, папа здоровый, но только папа на 17 лет раньше умирает по статистике. Да? Как бы, ну как это получается? Здоровый живет всю дорогу, потом просто берет и умирает раньше времени. Люди не обращаются еще к врачам, опять же потому, что они обесценены, эти врачи. Потому что они как бы работают за копейки, мотивация у них не получить по шапке, и поэтому и доверия особо нет, и не очень хочется туда идти. А если человек идет к врачу осознанно, потому что у него что-то не так, и платит за это свои деньги, он будет серьезно думать о том, как ему изменить свою жизнь, чтобы платить поменьше.
И для этого он пойдет в бассейн, он перестанет есть по ночам, перейдет на более дорогой алкоголь или, наоборот, его уберет, может, бросит курить. Поэтому я уверен, что экономический фактор и вообще мотивацию эту надо очень рассматривать в аспекте медицины. И менять систему надо прям вот глобально в этом смысле. Прямо начиная с самых конституционных основ. Когда на самом деле родители должны обращаться к педиатру? Я смотрю своих пациентов в месяц, 2, 4, 6, 9, 12, 15 и 18. И все эти визиты, кроме первого месячного, я делаю прививки. То есть они все приурочены к прививкам. Это плановые визиты, за которые, конечно же, там и все вопросы, и какие-то, если проблемы, все это тоже в эти визиты укладывается. То есть чаще это делать точно не нужно. А потом, я думаю, что можно и раз в год приходить, делать прививку от гриппа и там взвеситься, измериться, убедиться, что человек еще как бы чему-то соответствует, и отпустить его на все 4 стороны. Ну, если родителям проще 2 раза в год мне показать, им спокойнее будет, конечно, пусть 2 раза в год приходят. Если им проще 10 раз в месяц показать, я им скажу уже, ребята, это куку, это как бы, ну, это уже неадекватно. Твой переход в частную медицину – это сознательное решение, чтобы больше зарабатывать или чтобы меньше сталкиваться с системой? И то, и другое. Там очень много всего, причин много было, и меня притащил в частную медицину мой большой друг, который был реабилитологом, очень хорошим. И он, собственно, вообще расширил мои горизонты в этом плане, потому что я работал все в больнице, планировал там оставаться в этом же грудном отделении. Ну и работа, в общем, такая была. Я работал дежурантом, я был таким, в общем, единственным педиатром на всю больницу с 5 вечера до 9 утра, а по выходным на сутки. Поэтому я насмотрелся разного, и там были очень разные тоже отделения, в каждом своя история. Просто жизнь, в которой я оказался, вот с этими дежурствами бесконечными, только отоспался уже на новое дежурство ехать, и денег не очень много, и перспективы какие-то туманные, все как-то непонятно, и что, куда вообще стремиться там, да. Потом вот оказалась эта частная медицина, причем совсем high-level сразу, дорогая, и как-то я прям удивился тому, сколько у меня появляется возможностей для обучения в том числе, потому что когда я находился в этом колесе дежурств, чуть-чуть как-то хватало на свою жизнь, там у меня и дочка старшая уже родилась как раз. Там не особо-то было про образование уже. Вроде всего достаточно, вроде куда стремиться, всем хватает меня. И моих знаний хватает, и мне хватает для того, чтобы справляться. А переход в частную медицину освободил столько времени какого-то, чтобы просто оглянуться и посмотреть, что не все так. Бывает по-другому. Бывает, что детям не надо 2-3 недели в стационаре лежать, оказывается, можно 2-3 дня всего. Ну и вообще довольно много перевернуло мое представление. Как бы. Я просто столкнулся не то что с частной, а с современной медициной столкнулся. В какой-то момент перестал понимать в принципе людей, которые остаются в государственной медицине. Ну как бы зачем? Что тебе там дает это? А кто будет лечить тех, у кого нет денег на частную клинику? Это не вопрос денег, это вопрос системы. Ну сколько у тебя сейчас стоит прием? Здесь сам прием стоит 6 тысяч. В другой клинике, по-моему, 7-8, что-то такое. А если на дом тебя частно вызвать? Меня нельзя вызвать на дом. Почему? Я не езжу на дом. А если договориться? То есть ты хочешь меня вызвать на дом частным образом, и ты меня спрашиваешь, за сколько же денег я поеду? Но я сначала узнаю, где ты живешь. Это зависит очень сильно. Ну, не знаю, может, 50 тысяч съезжу. Это не вопрос рынка, это не вопрос, это вопрос моей собственной мотивации. Как бы, чего мне это стоит? Собраться, сесть, поехать, приехать, что-то сделать. А уехать. Умирает человек, ребенок умирает. Нет, дети умирают не дома, дети умирают в других местах. Такого не бывает. Если ты меня хочешь вызвать за кучу денег, то это что-то другое. Скорее всего, какая-то проблема, которая решается примерно так же, как и все остальные проблемы. Просто вот человеку не хочется ехать в клинику, он зовет домой. Как они должны жить теперь, вот те люди, которые не могут ни за 6, ни за 7, ни за 8 тысяч, а уж за 50 они столько получают в полгода? Не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос, но кроме медицины есть огромное количество областей, где можно задать точно такой же вопрос. А как быть? А как нам быть здесь? Почему? Как нам быть, когда у нас единственный автобус отменяют, а ребенка 8 километров до школы идти? Ну, как нам быть? Я не знаю. Если у вас есть такие вопросы, найдите, кому их задать, эти вопросы. Найдите, с кого ответ получить за это. Я думаю, так. Или можно потерпеть.
у нас принято. Я консультирую бесплатно очень много людей. У меня много лет была открыта Facebook-приемная, где мне любой человек мог написать вопросы, и я ему отвечал на это. Вообще не просил ни у кого денег за это никто не обеспечивал, это просто было так. У меня нет понимания такого, что я как бы вот какой-то там доктор для элитных людей, или там, которые могут себе... Вообще нет. Для меня это вопрос сейчас уже рабочей целесообразности моей личной. Вот как я сам работаю, в каком режиме, чего мне нужно, что мне не нужно, да. Есть другие доктора, конечно, которые работают в больницах, но, опять же, подавляющее большинство людей, которые работают и уверены, что они спасают детей, на самом деле они им вредят или они им вообще делают какие-то бесполезные вещи. А ты какой врач? Во-первых, я просветитель в любом случае, да, то есть это уже не отнять, как бы книжка у меня написана, и я делаю то же самое, что в кабинете, как бы на более широком уровне. Насколько это выходит, не знаю, но просвещать и рассказывать это мое. И я врач, в общем, во многом снимающий тревогу. Это так. До скольки лет нужно кормить ребенка грудью? Этот вопрос не касается педиатра. Решение о том, сколько мама кормит ребенка грудью, принимают два человека. Мама и ребенок. Вдвоем. Педиатр может сказать свое мнение. Меня спрашивают иногда мое мнение на эту тему. Прошу, ваше мнение. Мое мнение такое, что сколько угодно. Но я считаю, что в целом здорово заканчивать где-то в районе года. Потому что как бы питательные свойства молока, на мой взгляд, уже совершенно не обязательны. У нас после года уже взрослый стол идет. Да, там все, что надо, белок, кальций и так далее. Мы все получим. Иммунные свойства молока тоже как-то сильно преувеличены в целом. И остается больше такой психологический аспект. А с психологическим аспектом надо работать психологически. То есть иногда постоянное сосание груди – это симптом. Это симптом тревожности. Вот есть дети соску сосут, кто-то палец сосет, кто-то там уши выкручивает, пупок, руку по локоть засовывает. Да? Там по-разному дети реагируют, как бы они со своей тревожностью работают. И в том числе это способ и унять общую тревожность, и конкретно там сепарационную тревогу, когда у нас, например, мама куда-то отделяется или идет работать, или еще что-то, и ребенок начинает к ней все время присасываться. Для мамы это легкий способ, к сожалению, успокоить ребенка. Тут есть отдельный вопрос, который не касается питания, он очень такой тоже распространенный, когда родители думают, что они делают что-то во благо ребенка, а на самом деле они делают что-то из-за своей собственной невыносимости. Когда маме невыносимо, что ребенок плачет, она не задумывается о том, почему плачет, что нужно, какая потребность у ребенка. Она просто сразу дает грудь, потому что ей невыносимо. Ребенок успокаивается. Почему? Потому что грудь сладкая, потому что в ней наркотики содержатся, в конце концов. Да? В груди есть, в грудном молоке. Да. Опиоиды, да, которые Правда, на мозг действуют положительно. Ребенок успокаивается от этого. Почему на нас может действовать героин или морфин? Да? У нас есть рецепторы опиоидные. Они же не просто так есть. Они зачем-то в природе предусмотрены. В том числе для того, чтобы казоморфин грудного молока принимать на себя. В общем, молоко успокоит. Всегда. Иногда очень ненадолго, если, например, живот бурлит, мы еще и молока в него нальем. Да? Дурацкая идея. Но, тем не менее, родители привыкают, им кажется, что это нормально. Ребенок замолчал, это то, что нам нужно на сейчас. Нам невыносимо слушать, как он плачет. Просто невыносимо. Просто сердце кровью обливается, вообще беда. И мы даем грудь. И поэтому тут надо понимать, что есть здоровое кормление, вскармливание, какой-то хороший здоровый контакт, какой-то редкий. Плюс, может быть, это только утром или только перед сном что-то. Или добавляется туда какая-то ситуация проблемная. Вот ребенок упал, ударился головой, и надо успокоить. Или прививку сделали, тоже чуть-чуть Это хорошая история. А есть истории, когда люди просто в этом завязают. Кормят по ночам. Я вообще большой противник ночных вскармливаний. Я считаю, что после 4-5 месяцев они уже вообще не нужны. Там интервал все время увеличивается. Но в общем и целом в год уж точно кормить ребенка ночью не надо. Прекрасно выдерживает 8-10-12 часовой интервал. Но кормят. Потому что это уже не кормление, не потребность настоящая. Это уже вредная привычка. И она завязана на определенных психологических, в том числе, вещах. Например, на тревоге. И ребенок так успокаивается. И мама так успокаивается. Потому что мама не выносит неспокойного ребенка, и трудно. И поэтому я такие риски должен подсказать, я должен объяснить, что надо понимать, ваше это вообще решение, или вы просто в зависимости уже находитесь какой-то, да? Созависимости. Созависимости, конечно. Это обсудить можно, но решение принимает только мама и ребенок вместе. Иногда ребенок сам отказывается, такое тоже бывает, просто перестает, и все. До скольки лет можно сосать соску? Точно такой же ответ.
Вот прям то же самое. Я вообще не против соски. Я не против даже того, чтобы там ребенок условно дожил до возраста, когда с ним можно договориться и взять эту соску уже, когда мы как бы договорились. Но это симптом. То есть соска – это может быть симптом того, что ребенку тревожно, что ему неспокойно, что он опирается не на внутреннего родителя, который родился у него в процессе взаимодействия и формирования там, здоровой привязанности, ощущению того, что меня прикроют, что вот это стабильная часть, базовое доверие к миру. Опора происходит на оральный рефлекс, условно, на соску. Я пососу, и мне там станет полегче. Вот это вот. До скольки лет можно ходить в памперсе? Подгузники. Извините, подгузники. Мне подгузник слово не нравится, ну какое-то кургузое. Некрасивое слово, да, но никого не обижает, тем не менее. Подгузник тоже вещь такая. Надо понимать, что она вообще не для ребенка. Да, подгузник – это подспорье для родителей. И поэтому сколько ребенок ходит в подгузники, зависит от того, как удобно это родителям. В целом, я считаю, что большинству детей после 2 лет подгузник уже не нужен. Особенно девочкам. Иногда бывает, что и до 3 лет. Все дети созревают с разной скоростью, у них разные темпы. Поэтому, когда появляется контроль, с этим можно работать. И дальше, опять же, вопрос, вредна ли это привычка? Или это просто удобно родителям? Или они просто боятся, что они снимут? А что бояться, не знаю. Написает. Ужас. Что же делать? Причины, по которым дети носят памперсы слишком долго, они разные, но в целом я думаю, что они больше на родителях завязаны, чем на самих детях. Я просто часто это делаю тоже на приеме просто. Я говорю, все, снимайте памперс. Ну, как бы в смысле, не сейчас прям снимаете, а вот на ночь больше все. Не надо, на ночь больше памперса, хватит уже, все. Да ко мне 5-летний приходит, надо в памперсах. Ну, это вообще какая-то дичь, но бывает. Исходя из твоей теории о некоторой избыточности российской медицинской системы, можно предположить, что ты предлагаешь просто сократить большое количество врачей, которые ходят ногами и делают глупые назначения. Нет, конечно, не просто сократить. Все время меня выбивает куда-то в какую-то глобальность, и я начинаю думать о том, что, черт, какое там медицинское образование, надо со школы все менять. Делать что-то, чтобы будущее поколение было не так травмировано, как наше, чтобы мы не делали, по крайней мере, каких-то бессмысленных вещей, которые... Например? Самое простое и примитивное – это наказание, например. Да, сейчас современная психология понимает, что наказания бесполезны. Вообще. Мы их не практикуем, мы их не пропагандируем, мы их не применяем. У нас совершенно другие способы формирования отношений с детьми. Как воспитывают детей? Кто-то стыдом, кто-то страхом, кто-то чем еще можно воспитывать? Виной. Неосознанное родительство, неосознанное... И оно, может быть, даже у многих вынужденно не хватало времени заняться родительством, да, или там сил. Надо было выживать, деньги зарабатывать. Вот. И сейчас такой переломный момент, какие-то новые поколения растут, которые мы можем воспитывать без наказаний, без телесных, без психологического насилия, в каких-то других отношениях между взрослым и ребенком. Не сверху вниз, а с участием каким-то. И это много происходит. И я думаю, что каждое наше действие, когда мы или там психологи, педиатры рассказывают родителям такие вещи, простая вещь из моей любимой книжки «Взрывной ребенок», все время повторяю, да, ребенок ведет себя хорошо, если может. Это же великая истина, да, которая говорит о том, что если ребенок себя плохо ведет, это ни в коем случае не потому, что это злонамеренно, или потому, что он просто не может вести себя хорошо. Если ему дать волю, если ему дать все возможности, все силы, он будет вести себя хорошо. А если он не ведет себя хорошо, то ему первому плохо. Значит, надо не корректировать поведение, а подумать, а что происходит с ребенком, почему он так себя ведет. И это, мне кажется, это одна фраза, которая просто переворачивает все родительство. Все понимание детей, как они устроены. И это самая базовая штука. После этого идет детский сад, в который у нас иногда отдают детей там, в 1,5 года, которые еще не прошли первую сепарацию первичную, они не готовы вообще жить без взрослых, находиться без значимого взрослого, который будет для них опорой, к которому они могут обратиться. А их просто в детский садик выкидывают, и они там... Потом школа, которые тоже у нас школа только для каких-то нормотипичных детей, таких самых-самых, да, и если у тебя хоть что-то где-то не так, банальное СДВГ или РАС или еще что-то, ты уже туда не вписываешься. Или у меня дети. Одна супершустрая, другая супермедленная. И ни одной из них по темпу не подошла бы обычная наша российская школа. Потому что одна из них была бы слишком нетерпеливой и условно срывала бы уроки и не могла бы усидеть на месте. А другая ответит вот таким вот ответом на несколько абзацев сложно сочиненных, но примерно минут через 10 после вопроса. И как бы в школе так не прокатит. Так не работает. Потом идет медицинское образование. Само по себе уже специальное, да, и вот когда вот это все поменяется, вот тогда этих врачей станет меньше. Их начнут больше ценить, каждый из них будет больше значить, и он сможет помочь большему количеству людей и эффективнее.
когда вся система будет целиком поменена. А если просто взять нашу систему и сократить всех этих врачей, это что это вызовет? Огромную, во-первых, волну недовольства среди пациентов, потому что какие-никакие, но все-таки мы к ним ходим, и у нас других нет. Оставлять вообще без помощи людей тоже как бы неправильно. Они, опять же, за это платят. У них в Конституции написано, что у нас написано, да, что они должны получать эту медицину. Врачей этих куда девать? Ну ладно, фиг с ними. Честно говоря, их меньше всего жалко. Я понимаю, что меня кто-то может считать точно так же плохим врачом, но в целом я считаю, что если ты продолжаешь из раза в раз вредить, ну, как бы это не очень хорошо. Если ты врач, который делает какие-то вещи, и даже уже тебе рассказали, что так не надо делать, а ты продолжаешь их делать, потому что так принято, так в системе, потому что тебя заведующий над тобой смотрит. Федь, ты сейчас обрекаешь себя на хейт. Нет, ну что делать? Я про то говорю, что мне бы очень хотелось, чтобы все работало. Мне бы очень хотелось, чтобы люди были грамотные, компетентные, чтобы они были самостоятельные. Нам этого тоже дико не хватает, потому что вот этот самый заведующий или там главврач или кто-то, кто почему-то имеет право вмешиваться. По закону, кстати, нет. По закону за лечение человека отвечает только лечащий врач. И это важно. Да? За лечащего врача по закону отвечает главврач. Вот. А дальше начинается, какие рычаги есть воздействия на этого лечащего врача. Ну, условно, вот я бы не прижился в той же системе, потому что если я хочу лечить, как я хочу, как я сейчас лечу, как я сейчас отношусь, если я хочу вакцинировать, как я хочу, не по календарю, не так, как написано в этом убогом документе, в скудном нашем этом календаре национальном, прививочном, да, я не хочу так прививать детей, не хочу выдерживать те нормы, которые там написаны от балды, вообще непонятно, кто их придумал. Я хочу это делать, исходя из доказательных данных, которые у меня есть. А если я работаю в этой системе, с этим начальством, то я обязан, я отчитываюсь. Меня Знаешь, могут что наказать. будет в стране, если каждый врач будет делать, как он хочет? Нет, я не хочу, чтобы врачи делали, как они хотят. Я не хочу, чтобы... То есть ты только себе такое право оставляешь? Нет, я не про это немножко говорю. Я же не придумываю то, что я делаю. Я это транслирую. Да, я беру данные какие-то, смотрю, читаю, анализирую, общаюсь с коллегами. У меня что-то формируется, я это транслирую. Это не то, что это моя медицина, ни в коем случае вообще нет. На самом деле важно, конечно, чтобы врачи думали. Но мне кажется, то, что у нас есть противники доказательной медицины, которые говорят, что это все по протоколам, все бездумно, где же там пациент, где врач, там, где врачебный опыт. Очень много лечебных учреждений у нас лечат по привычке. Вот как бы передается знание от одного доктора к другому. Я точно так же в больнице получал знания от своих старших коллег, не проверяя их. Я не ходил и не смотрел в исследованиях, там, а что пишут, а правда, что тут надо так лечить? Нет, они мне передавали ремесло свое врачебное, передавали эти знания. И это классно, но а что, если они ложные? А когда у тебя щелкнуло, что а вдруг это фигня? Вот как раз, когда я в частную медицину пришел и увидел, что тогда, можно да? вообще совсем радикально... Нет, я, конечно, знал, что такое доказательная медицина, и даже какие-то сборники у меня были доказательные, но это тогда рассматривалось как какой-то инструмент, как какое-то что-то новомодное, и не очень было понятно, насколько это вообще все применимо, и что мы тут можем с этим сделать. Что такое доказательная медицина, адептом которой ты являешься? Это нормальная медицина вообще-то. То есть медицина, если она не доказательная, то она как бы, она довольно странная. Она уже не совсем современная. Можно также сказать религиозная медицина или какая-нибудь угодно. Сейчас уже понятно, что для того, чтобы что-то делать, нам нужно быть уверенными, что это работает. И у нас появляется информация, то есть огромное количество людей, которые испытали на себе какое-то воздействие, и мы из этого огромного количества людей можем вычленить какие-то сведения, насколько это воздействие действительно эффективно, а может быть, оно даже вредит, а может быть, у него есть какие-то побочные моменты. Современная медицина должна все это учитывать. Много факторов, много исследований. И, конечно, не скоро мы узнаем все про все. Но, по крайней мере, она позволяет нам отказываться от бесполезных или вредных воздействий, которые мы практиковали очень часто. И нам казалось, что это работает. Например? Простой пример. Например, вот как изучают антибиотики, насколько они эффективны в переоперационном периоде. Да, сейчас понятно, что мы не должны назначать антибиотики при неосложненных операциях, когда люди выходят из операционной. В целом там они могут перед операцией, внутри операции получить антибиотики, выходят, и в основном они им не нужны. Это очень важный момент, потому что антибиотикорезистентность растет, это угроза. И поэтому изучение того, насколько эффективно применение этих антибиотиков после операции, оно очень важно. То есть мы можем лишить огромный контингент просто ненужного лечения и заодно уменьшить эту антибиотикорезистентность. А попарить ножки, помазаться звездочкой, что еще? Поставить банки, горчишники, замотаться в плед, когда ты болеешь. Горчишники, банки – это издевательство над детьми, конечно. Так же, как и, например, слишком частые анализы крови тоже. А что касается пледика, кому вредил пледик, когда и почему?
Мы можем использовать парить ноги. Да, мы скажем, парить ноги, конечно, не ускорит ваше выздоровление. Но это может быть приятно. Или если у ребенка озноб, у него леденеют конечности. Наверняка не парили ноги в детстве, наверное. Парили. Это кипяток, блин, это неприятно. Ну, неприятно первую секунду, а потом зато это такое прямо ощущение Ростов-на-Дону, 30 градусов жары, июнь, а ты сидишь с ногами в кипятке. Нет, я вырос на речном вокзале, мне это не знакомо. Твоя прабабушка написала книжку о том, как она прошла через Карлаг, если я правильно все знаю. Через ГУЛАГ она прошла. Нет, она не в Карлаге была. Через ГУЛАГ? Она была и на Лубянке, и в Бутырке, и в Суздале, и во Владимире, и на Соловках, и на Магадане, и в Караганде. В общем, 20 лет она была вне закона. Ну, с 36-го. Для нее все началось чуть пораньше, чем для страны в целом. Потому что спецоперация была в 1937 году, короче говоря, по ликвидации. А 1936 год это еще было такое преддверие. Ну, она попала в это преддверие. Мой прадед был доцентом МГУ, преподавал естествознание. И, как любой, наверное, другой интеллигент, тоже имел где-то какие-то свои мнения, собирался с какими-то коллегами, что-то обсуждал. Ну и, в общем, один из этих кружков и прикрыли как террористический, условно говоря. Бабушку обвиняли, что она хотела убить Кагановича. И она, может быть, и выжила благодаря детям, о которых она думала всю дорогу, и которые, к счастью, не попали в детский дом, потому что у нас была большая семья. И детей взяли и родители бабушкины, и сестра ее, у которой тоже был сын. В общем, они были присмотрены, они были в семье. Вторая вещь, это такая мотивирующая, это вот желание рассказать об этой всей несправедливости и об этом всем, что происходило, то, что она видела. Не замолчать, не спрятаться, как многие тогда сделали. И она всю дорогу писала и в стихах, и в тексте, и в голове. Приехала, первый раз ее освободили. Она приехала, не могла жить в Москве, жила в Москве нелегально, приехала на дачу, писала там мемуары вот эти, и закопала их. И до сих пор их никто не нашел. Они там закопаны на даче в каких-то бутылках. Ее арестовали второй раз, отправили в ссылку. И после того, как она второй раз вернулась, она все переписала заново. И у нее было окошко какое-то в оттепель, чтобы напечататься. И были очень хорошие отзывы. Маршак ей там звонил, рассказывал, какая классная книга. Ну, это же такой женский Шаламов. Я не думаю, что это похоже на Шаламова, если честно. Я вообще не читал другой гулаговской литературы, которая была бы похожа прямо на это. Это какое-то очень светлое произведение, несмотря на то, что оно про такое. Не перегруженное, какое-то лаконичное, очень живое и очень оптимистичное в каком-то смысле. Хотя рыдательное, конечно. Оно про то, как человек остается человеком и окружен людьми. Этот опыт для тебя важный? Знание того, что в твоей семье... Он для меня очень важный, он для меня определяющий в каких-то моментах. Ну, во-первых, это книжка, которую я прочитал очень рано. Она вышла, у меня есть она с бабушкиной подарочной надписью, там на полке у меня все издания ее стоят, и на английском тоже. То есть я ее прочитал, когда мне было, вот как сейчас Эрике, наверное, 8-9 лет. Я вообще очень рано начал читать. Я начал читать, еще у меня 3 не было. В 5 лет прочитал «Короля Лира». Я помню, у меня было такое достижение детства мое смешное. Когда бабушкину книжку я читал, я уже очень много читал чего, и быстро читал. И это было что-то одно из... То есть это не то, что это какая-то особенная книжка, которую я прочитал вот в этом возрасте. Конечно, это книжка, которая повлияла на всю жизнь. Она как-то показала мне, какие бывают люди, как быть человеком. Она мне раньше Франкла рассказала, как выжить в концлагере. То есть потому что это был концлагерь и даже хуже, и потому что она выжила. И потому что после того, как она вернулась, в 1956 году она была реабилитирована, и она прожила до 1991-го. Она пережила Виктора Цоя, она пережила Фредди Меркьюри, она пережила весь коммунизм, царя, там, не знаю, в 1902 году она родилась. Как бы вот жизнь. И то, что можно воспрять после такого краха, тоже она меня научила. Что вообще там как бы жизнь кончилась. И как можно выжить столько времени, столько лет вдали от детей. Тебя забирают, твоему сыну 5 лет, твоей дочери там 3 года. У тебя еще материнский инстинкт, еще все это еще прям свежее совсем. И потом выживает, пишет, живет со всеми дырами своими в сердце, которые у нее там сформировались, но умеет радоваться жизни.
в огромной семье, в окружении, там, доживает на даче каждое лето, каждый ее день рождения, 1 августа, вся семья собирается, приезжают из Колумбии, из Швеции, из Германии, из Франции, откуда угодно, все приезжают. У тебя с ней были свои же отношения? Я ее застал, я ее помню. Она и здесь, в Москве, когда мы жили на Речном вокзале, она жила через 2 дома. На даче мы жили в одном доме с ней. Ну, то есть, как бы она очень близкий человек, все равно всю жизнь тогда была. Вот. И для мамы моей она очень близкий человек была. Поэтому, в общем, она, конечно, патриарх нашего клана, условно говоря. Такой прям родоначальник. Но она меня очень сильно вообще на мое мировоззрение повлияла. И в понимании какой-то базовой несправедливости мира, с которой надо как-то работать. Вот я с ней живу всю жизнь, и я не убиваюсь из-за этого, не мучаюсь, не страдаю. Как бы, я просто признаю, что вот, да, как бы рассчитывать в мире не на что. Бога нет. Как бы у меня абсолютно такая позиция. И она, конечно же, воспитала во мне очень много ненависти к ГБшникам и вообще как бы ко всех последователям в том числе, да, вот этого всего. И при этом я понимаю, что вот есть люди вокруг меня, по статистике у половины из них кто-то где-то был, да, примерно. И это никак не переносится вроде бы на следующее поколение. Если не считать таких историй, вот как у Юрия Дмитриева произошла. А это Сахаровский центр, и это место тебе не чужое? Да, это место мне не чужое. Я присутствовал при его создании здесь, когда только все начиналось, и здесь все это реструктурировалось. Этим музеем долго руководил мой дядюшка Юра Самодуров. Но я здесь не был уже много времени, и мне немножко удивительно, не чувствую себя здесь своим. Тут где-то твой прадедушка, ты говоришь? Прадедушка – это муж моей прабабушки, которую арестовали за 3 месяца до нее и расстреляли довольно быстро, о чем, естественно, никто не знал. То есть приговор был 10 лет без права переписки. И про расстрел, и где он находится, узнали сильно позже. Мы нашли его могилу потом в братской могиле на Донском кладбище, похоронен. Дело его тоже нашли. То есть информация у нас все есть про это. Это каким-то образом повлияло на твое решение стать экспертом в деле Юрия Дмитриева, историка, которого обвиняют в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней, но который известен тем, что он собирал память о нескольких тысячах расстрелянных в Сандармохе? Я думаю, что это не напрямую повлияло, но это в целом повлияло на мою жизнь, и на мое мировоззрение. И книжка бабушкины, и рассказы семейные, и ее тоска по убитому мужу, которая до конца жизни просто, до самого-самого конца, она его вспоминала, он ей снился. Это просто определило мое отношение ко всем этим вопросам. И к КГБ, НКВД и так далее. И непосредственно к этому делу, когда я стал с ним знаком. Как ты об этом узнал? У моей бабушки в книжке есть ее подруга по тюрьме, Женя Быховская, которая пропадает в какой-то момент, и ничего не известно, что с ней стало дальше. И Дмитриев нашел ее в списках. Она расстреляна была в Сандармохе в Соловецком этапе. Поэтому в каком-то смысле Дмитриев связанный со мной, и с моей семьей, и с нашим преданием. Я не знал, честно говоря, ничего про него до тех пор, пока не началось это дело. И мне позвонил Юра Самодуров, дядюшка мой, сказал, что в деле ищут экспертов, педиатров, которые могут прокомментировать вообще, могут ли эти снимки использоваться в медицинских целях. Снимки, которые делал Дмитриев. Снимки, которые делал Дмитриев, да. Насколько это вообще было оправдано, насколько имеет смысл дистанционно, например, показывать снимки детей врачу, может ли врач что-то с этим сделать, достаточно ли эта информация. Конечно, в первый момент я испугался, потому что я ничего про это не знал. И я понимаю, что в деле, которое связано с маленькими детьми, с сексуальными преступлениями, очень все мутно всегда. И в такие вещи вмешиваться всегда очень опасно, потому что мы не знаем, что там происходит. Но я поизучал историю, вник в дело, пообщался с людьми, которые окружали Дмитриева, с его дочкой Катей, с его друзьями, с адвокатом. И, в общем, дело мне стало достаточно ясным. Посмотрел те снимки, которые имел право посмотреть. Которые есть в деле? Да. Ты давал подписку? Нет, я не давал подписку о неразглашении, но я не мог видеть все снимки, которые там были, потому что часть снимков только попала в дело, а вообще их было довольно много. И от меня требовалось высказать мое профессиональное суждение по этому поводу. То есть я здесь не должен был занимать никаких сторон, хотя в душе, конечно, я
занимаю стороны здесь, да, но, тем не менее, я считаю, что суждение мое было достаточно профессиональным, и я был не один. Мы поехали в Петрозаводск с моим коллегой Григорием Шияновым, педиатром, рентгенологом. Независимо друг от друга давали показания, и, мне кажется, говорили более-менее в унисон на Что эту вы тему. говорили? Обсуждали возможность использования этих снимков, вообще, насколько это может быть применимо в медицинской практике для оценки развития, для оценки каких-то состояний, потому что, насколько я понимаю, Юрий Дмитриев делал их, как бы про запас, на всякий случай, чтобы, если что, он мог отреагировать, чтобы у него было твой ответ свидетельство. как эксперта, что он это делал из медицинских соображений? Я не знаю, из каких соображений мог это делать Юрий Дмитриев. Я могу давать только заключение по поводу того, что это вообще можно или нельзя таким образом использовать. Это можно использовать таким образом, и это практикуется, и об этом я сообщил в суде дважды, потому что меня позвали второй раз, когда был там пересмотр, второе дело. Григорий, к сожалению, уже не смог поехать, поэтому я был один эксперт, но все, что было нужно, я повторил и на какие-то новые вопросы ответил, в общем, опять же, в духе своей компетенции, насколько я понимаю. Ты это делал бесплатно или твои услуги как эксперта оплачивались? Мне оплатили дорогу до Петрозаводска обратно, потому что это были такие путешествия однодневные, они очень сильно выбивались из моего графика, и это, конечно, мне там поезд, самолет, мне это все было оплачено. Ничего больше я, конечно, не получил. Я как эксперт здесь участвую добровольно, со своей позиции. Да, да, я не понимаю, как можно платить за показания в суде. Я процитирую твой пост. Этот пост касался приговора. Да. Приговора Навальному. Да. Я физически ощущаю травму, которую мне нанесло сегодня государство, и подозреваю, что такую же или даже сильнее травму получили сотни тысяч людей. Травма – это стресс, стресс – это болезнь и сокращение жизни. От такого приговора может и сердце прихватить. Полагаю, много-много лет жизни сегодня в совокупности украло у своих граждан государство. Видится, оно отнеслось бы к этой новости философски. Нерабочие же годы украло пенсионные. Ты интересуешься политикой, ты ходишь на митинги, ты участвуешь в акциях. Я много лет ходил на митинги, участвовал в акциях, но в этом году надо сказать, что в основном я на митинги не ходил. Я тоже думаю, что здесь очень важно иметь какое-то и внутреннее ощущение необходимости выйти для того, чтобы это сделать. Я от этого не стал менее оппозиционным, я от этого не стал менее думающим и более слепым, например. Да, я вижу все, что у нас происходит, но не все мне нравится и в том, как мы отвечаем на это. Мы, я имею в виду те, что не есть власть. И много у меня расхождений, естественно, и с Навальным. Однако я восхищаюсь совершенно его поступком. Считаю, что, с одной стороны, возможно, он поступил так, как... Его поступком, в смысле его возвращением в Россию? Его возвращением, в да. Возможно, это был единственный для него возможный шанс вообще оставаться политиком дальше и не впасть в забвение, да. Наверное, у него нет возможности, как у Ходорковского, как-то из-под тишка тихонько что-то финансировать. В общем, очевидно, что политиком он быть хочет, и во власти он хочет, и поэтому это был для него шаг довольно естественный, но безумно смелый. И этот шаг, конечно же, восхищает, и приговор, который тоже вполне закономерен, то есть он закономерно вписывается в реальность, но он довольно плохо вписывается в наше представление о том, что как вообще можно, как нельзя. На мой взгляд, конечно, это чудовищно, и поэтому я написал этот пост, в том числе немножко обозначая свою позицию, потому что у меня с поклонниками Навального большие контры в интернете. Я считаю, что в этой ситуации пинать человека было бы совершенно некрасиво, несмотря на мое отношение к нему или там наши расхождения какие-то идейные, философские. Восхищение моего не умаляет совершенно то, что произошло. И я совершенно искренне написал как врач, что медицинский взгляд на политическую проблему. Ощутил, но я когда услышал об этом, я почувствовал, что у меня внутри что-то сжалось. Я понимаю, что это такое. Я понимаю, что как это вообще происходит, и что у меня, у здорового человека что-то сжалось. Мне еще нет 40, и в целом у меня в семье не очень жалуются на сердце, это не наша болезнь обычно. Но я понимаю, как это может быть для других людей, такой удар просто моментальный, да, просто как ощущение, что что-то произошло страшное. У меня нет никакой статистики, чтобы говорить, что кто-то от этого погиб или попал в больницу со стенокардией, но тем не менее
я считаю, что люди страдают искренне, физически страдают от того, что происходит. Если масштабировать приговор Навального, всю историю с Навальным на вообще протестные акции в Москве, в России, которые длятся уже не первый год, можешь ли ты как врач сказать, что это тоже стресс, и атмосфера ненависти, взаимной ненависти между разными стратами общества, которая в России накаляется только год от года, она приводит к стрессу, стресс приводит, как ты пишешь, к болезни и сокращению жизни? У нас интересные вещи происходят в обществе. Я не уверен, что я компетентен как бы говорить об этом, как не социолог и даже не психолог еще. Как мы живем в этом стрессе, как у нас формируется выученная беспомощность, но об этом тоже все пишут и говорят, и кого-то этот стресс мотивирует, кто-то из него выходит специальными способами, да, кого-то когда-то так достанет, что он взорвется или подожжет себя, как это тоже бывает. Взорвется, я имею в виду, настолько, вот как Навальный, условно, готовый идти далеко-далеко и приносящий себя в жертву какой-то условной революции. Поэтому я не знаю, как тут говорить вот адекватно о том стрессе, который люди испытывают. Некоторые вообще живут вне политики, в не меньшем стрессе. У них денег нету, там, у них школа далеко и так далее. Вот. Или их муж бьет. Но политика – это стресс? Безусловно. Потому что это можно просто легко проверить. Можно эксперимент такой провести и остаться вне политики на какое-то время. Что, собственно, со мной произошло вот не так давно. И произошло с Ксюшей, с моей женой, которая тоже была очень глубоко внутри, потому что она была главный редактор СМИ. И я вижу просто и по ней, и по себе, как это происходит, когда мы отказываемся от какой-то условно-новостной повестки. Просто... Вы сознательно, целенаправленно выключили себе все информационные ресурсы и ничего так. Не знали? Нет, я живой человек, и, конечно, мне так периодически что-то интересно. Не только новости. Еще же очень важна реакция на эти новости, которые происходят в нашем сообществе, когда мы видим своих друзей, там, приятелей, каких-то людей там, в Фейсбуке. Мне кажется, Фейсбук продуцирует ненависть, потому что мы, там, во-первых, каждый в своем мыльном пузыре, и стоит только из него выйти, сразу настолько по-другому люди думают, что хочется с ними подраться, например. Или расстраивает меня очень сильно как раз, когда есть люди, которые условно мои единомышленники, и которые, с которыми мы как будто заодно, например, против колосса государства, да, к примеру. А при этом они пишут такие вещи, которые для меня нравственно неприемлемы вообще. Они так обозлены, они так раздражены, они в таких терминах описывают людей, которые им неприятны, что мне это не подходит. Я как бы не могу вот так вот. И поэтому не только сами новости, но еще и реакция на эти новости, все это вместе продуцирует для меня... я получаю условно моральную травму, когда я вижу, как хороший человек ведет себя, как бы для меня неприемлемо. Мне от этого трудно. Поэтому я понимаю, что как бы сокращая какие-то вещи, переключая их, сколько времени освобождается на чтение книжек, например, да, когда мы не читаем новости, Facebook, те же самые буквы, а как интересно и как по-другому. Вот я сейчас читаю прекрасную книжку Слезкина «Эра Меркурия» про евреев в современном мире. Но как же так можно писать вообще? Как это вообще так выворачивается? Такие постоянные какие-то красивые конструкции, противопоставления, какие-то зеркальные истории просто внутри текста. И сам текст, разные главы написаны в разных стилях. Как можно получить такое удовольствие, читая новости, которые написаны непонятно кем, двоечниками какими-то? И тревога снижается. Когда нет вот этого всего, когда мне не капают на мозги, не рассказывают, что там, что здесь, и вот это вот все. Тревога снижается, конечно, стресс уменьшается. Для тебя бабушка, ее книжка, вся эта история не предопределила то, что ты всегда будешь не на той стороне, на которой государство? Нет. Не, я вообще, конечно, считаю, что большинство государств, они конечно, мудаки какие-то. В смысле, вот если бы они были людьми, то большинство государств нехорошие. Вообще, я, может быть, в каком-то смысле анархист в этом плане. Но вот так вот прям сказать, что всегда строго в оппозицию, у меня было много надежд на молодую российскую демократию, как у нас у всех. И точно так же неосознанность затмевала нам глаза, мне маленькому, да, моим родителям, не знаю, когда мы смотрели 93-й год, и когда мы яро топили за то, что всю эту коммунистическую заразу надо на корню. Да, сейчас мы воспринимаем 93-й год сильно по-другому, я воспринимаю по-другому. И то, что происходило и потом, и 96-й год, мы радовались победе Ельцина, потому что не Зюганов. В тот момент казалось, что мы идем как-то правильной дорогой, и все будет хорошо. А потом в 2000 году все стало понятно. Даже в 99-м. В 2000-м, в общем. Вернемся к стереотипам. Значит,
история с прививками. Одна бабка сказала, что у одной девочки после прививки были осложнения. Лучше я от греха прививки делать не буду. Ну, во-первых, опять же, важно сохранять понимание, что все родители хотят добра своему ребенку. Правильно? То есть ты никого не осуждаешь? Это не злонамеренная история. Осуждать не могу. Ну, то есть, что происходит у меня в душе, как бы это не касается, это не профессиональная история. А профессионально я осуждать никого не могу. Моя задача как педиатра рассказать, убедить, узнать, в первую очередь, какие индивидуальные страхи есть. Потому что если говорить про прививки, то можно целые энциклопедии писать, что там будет. Прям, я представляю себе толстую книжку, где написаны все эти мифы по очереди, развенчаны. Это будет неэффективно вообще совершенно. Никто не будет это читать и в это внедряться. По-хорошему, на что не всегда хватает у врачей, в том числе у меня даже, выдержки, по-хорошему мы не должны рассматривать это как правильное и неправильное и говорить: ага, вы ошибаетесь. Да? Как бы вот это не так. По-хорошему мы должны сказать: окей, мы услышали ваше мнение, причем я знаю, на чем оно основано, я знаю как бы все эти источники всех этих мнений. Вот вам мое мнение. И могу рассказать, что я думаю по тем же самым вопросам, которые их волнуют. Не по всем привычным вопросам, а вот конкретно по ртути в прививках или конкретно по аутизму. При этом немецкие ученые прекрасно разделили антипрививочников на 4 когорты разных людей совершенно. У них разные мотивы антипрививочные. И есть одна из 4, которые идейные, убежденные антипрививочники. Вот немецкие врачи рекомендуют не тратить на них время вообще. То есть, окей, пусть у нас будет маленький процент непривитых паразитов, которые будут в обществе на коллективном иммунитете проезжаться. Да? Я все равно стараюсь, но потому что у меня все равно есть час. Вы пришли уж ко мне, я с вами постараюсь. Но есть и ситуации, когда даже не стараюсь. То есть я вижу, например, приезжает ко мне такой кавказский патриархальный папа. И что бы там мама ни делала, что бы ни говорила, о чем бы я с ней не разговаривал, он просто пришел и сказал все, никаких прививок. Да, и как бы все. И я тут даже стараться не буду, ничего рассказывать. Зачем? Чем опасно не делать прививки? Для ребенка и для общества. Личная угроза всегда сохраняется. Если ты своей активностью, например, антипрививочной, если говорить про активистов, да, допустил, что какое-то определенное количество людей больше критического значения не привились, значит, коллективный иммунитет перестает работать, и начинается вспышка. Начинается распространение инфекции, что, собственно, с корью произошло, да, в последнее время. Гепатит А, менингококк, коклюш, полно. Должны ли родители, антипрививочники, нести какую-то ответственность за несделанные прививки? Я здесь, наверное, антирепрессивный человек, да, и я больше за то, чтобы лишать привилегий, а не ограничивать в правах. Поэтому я думаю, что наказывать за непрививание нельзя. Это противоречит каким-то другим базовым моим уверенностям, например, в том, что у женщины есть право на аборт, да. Это точно такое же право. Я, в конце концов, думаю, что и на самом деле человек может и травить себя, чем хочет. В плане того, что у нас есть запрещенные вещества, тут ты сам, вещества. А тут ребенок. Да. У нас есть процедуры, которые связаны с жизнеугрожающими состояниями. Да? Прививка и непрививание, конечно, не относятся к жизнеугрожающим состояниям сами по себе. И мы не можем требовать делать прививки, потому что мы не можем сказать человеку: вырезай свой рак, например. Правильно? Если он не хочет его вырезать. Это его право. Он не умрет от него завтра, сейчас, он не умрет у нас на руках, чтобы мы сказали, что это жизнеугрожающая ситуация. Понятно, что мы должны руководствоваться не только медицинскими соображениями, но и соображениями качества жизни, желания самого пациента. И в этом смысле заставлять людей делать прививки, выбивается из этого общего ряда. Да? Мы не можем так делать, даже если мы верим в это всеобщее благо, которое придет, если все будут прививаться. Такие они отщепенцы, так окей. Заставлять нет, а лишать привилегий – да. Каких, например? Детский сад, на мой взгляд, это уже привилегия, к примеру. Да? Хотя, это тоже спорный вопрос. Это вопрос еще мировоззрения. Кто-то больше левак, кто-то больше правый. И понимание того, как это устроено, и кто за это платит. Мы же в таком государстве живем, что мы не видим, как мы платим налоги. Да? Об этом все говорят. И в этом большая проблема есть, что мы не понимаем, сколько мы даем денег за это. И поэтому тут вопрос... Может быть, не надо давать налоги. Может быть, пусть каждый сам платит за свой садик, и в садик его просто не будут пускать, если он не привитой. Но, с одной стороны, звучит классно, с другой стороны, тоже вопрос. А человек же заплатил за это. Он же платит налоги, он же платит за свое обязательное медицинское страхование. Как мы можем у него это забрать?
Да, если он уже заплатил из своих денег, он обязан получить это, ну, мы обязаны ему оказать эту помощь какую-то. А тут мы скажем, ты не прививаешься, мы у тебя это ограничим. Но это как бы репрессивная тоже история. Все равно у нас есть определенный процент непривитых, которым нельзя. У них есть противопоказания настоящие. Да? А что может быть противопоказанием? К разным вакцинам немножко они отличаются, но, например, судорожный синдром, который не ведется на противосудорожной терапии, ну, плохо купируется. Разного рода иммунодефициты могут быть противопоказанием для живых вакцин. Ну и бывают еще какие-то хронические заболевания, более редкие. В общем и целом противопоказаний прививок практически нет, их очень мало. Они в основном все временные. Вот в моменте там обострение заболевания какое-то или температура высокая. Вот в моменте мы прививать не будем, через неделю, пожалуйста, уже можно. За то время, что ты занимаешься практической медициной, как изменилось отношение общества к врачу? Понятно, да, что там лет 20, например, назад в России к врачу было, ну, мягко говоря, не сильно уважительное отношение. Что сейчас? Я не знаю. Мне кажется, уважительное было. Может быть, доверия было не очень много. И сейчас его немножко больше в каком-то смысле. У меня вообще свой особенный контингент. Да? Я работаю в частной медицине сейчас. И я не вижу там в основном самых малообеспеченных. Но вот в рутинном своем таком как бы ежедневном режиме я работаю с москвичами, просвещенными, которые, ну, в той или иной степени, как бы, у них там свои бывают тараканы, свои мысли, но, по крайней мере, это все равно отсеченный контингент. Ко мне часто приходят люди, которые меня знают, то есть они пришли ко мне. Они не пришли просто к какому-то педиатру. Они пришли, потому что им посоветовали или они прочитали что-то. И поэтому они уже приходят тоже с каким-то кредитом доверия ко мне. И мне очень сложно изнутри себя оценить, насколько они в целом доверяют медицине или кому-то еще. Я как раз вот думаю про экономическую часть, про то, что когда люди начнут вот сами платить и сами больше заботиться о своем здоровье, вот тогда может что-то измениться. Какие главные 3 проблемы российской педиатрии? Можно сказать, с одной стороны, что главная проблема – это отсутствие денег. Можно посмотреть с другой стороны и сказать, что вообще как бы неважно деньги, не деньги, главная проблема – это образование. Потому что вообще с этого все идет. Ну, я так мельком подписан, например, на Facebook-аккаунт своего института, просто посмотреть. Я вижу, что, в общем, одни и те же люди, которые, понятно, что они могут передать своим студентам. Пока мы вот это вот не поменяем в целом начальную такую штуку, да, потому что выходят люди из института очень обученные, отличники такие, да, они приходят, они сталкиваются с тем, что все, что им рассказывали, полный бред. В какой плоскости? Ну, например, в плоскости лечения, в плоскости подходов даже. В педиатрии это очень разительно, то, что мы делали раньше и то, что мы делаем сейчас. Приведи пример. Ну, пример – это лечение банальных инфекций. Самое простое, с чем сталкиваются все родители поголовно, это ОРВИ, бронхиты, например, да, и количество лекарств, которые прописывались раньше, да, как бы понимание того, что вообще педиатр не должен лечить ОРВИ, это бессмысленно. Все, чем мы занимаемся во время ОРВИ, мы повышаем качество жизни, мы облегчаем страдания, облегчаем дискомфорт, если он есть. То есть мы стараемся, чтобы ребенку было нетрудно пережить это время, но в целом мы не можем его укоротить. Оно сколько будет, столько будет. Сколько вирус будет в организме, столько вот он болезней и будет течь. Потом иммунитет с ним справится. Иммунная система. Однако прежде были препараты и сугубо медицинские, там, отхаркивающие, которые сейчас мы вообще не применяем, да. Ну, красное горло, если не ангина, то, в принципе, там, да, лечить не надо. И то, как мы сейчас к этому подходим, что мы это не лечим, что мы облегчаем, там, поем, любим, может быть, там, дадим жаропонижающее, если действительно тяжело ребенку, да. Никаких препаратов не применяем. Прежде были не только такие препараты настоящие, медицинские, как бы, да, сильно действующие еще со своими побочками. Была гомеопатия, например, очень в ходу, ну, и в нашей же системе. Давай сразу обсудим. Ты против гомеопатии? Горошинки, которые спасают жизнь. Я не буду говорить как бы против или за, тут это не очень релевантно. Гомеопатия – это медицина? Что гомеопатия – это плацебо. Плацебо – это лекарство с эффектом, который очень сильно зависит от, собственно, того, кто его пьет. Вот. Плацебо-эффект может быть разным, он непредсказуемый, он не гарантированный, поэтому мы плацебо-эффект не рассматриваем как достаточное доказательство для того, чтобы назначать какой-то препарат. То есть мы можем назначить плацебо в том случае, когда мы уверены, что ничего страшного не происходит,
И нам нужно, может быть, успокоить немножко. Ну, то есть, видно, прям совсем трясет. Видно, что надо руки занять маме, например, что-то делать. Да? Я редко это делаю, правда. Но я понимаю докторов, которые это делают. То есть я это не осуждаю совершенно, да. Но просто надо понимать, что это и зачем мы это делаем. Я больше, может быть, даже за то, чтобы дать плацебо ребенку, но чтобы родитель понимал, что это плацебо, да, потому что с детьми плацебо тоже работает. Поэтому я против того, чтобы гомеопатия считалась лечением. Я против того, чтобы гомеопатия была единственным лечением, чтобы люди гомеопатией лечили все подряд. И самое главное, я против того, что сопутствует гомеопатии, потому что гомеопатия – это чаще всего часть синдрома, в который входит и остеопатия, и куча других всяких практик, и антипрививочность. И там, в общем, есть определенный тип мышления, такой, может быть, такой эзотерический, религиозный, не знаю, мифологический. Мистический. Как его назвать. Какой-то такой, да. И много людей с этим типом мышления живут, и им хорошо в этом типе мышления, да, но почему-то оно приводит их к определенному комплексу. И они объединяются именно по таким каким-то по антипрививочным пристрастиям, по гомеопатическим, по каким-то, не знаю, кормить грудью до 8 лет. Всякие есть свои штуки, которые, в принципе, я не то чтобы очень порицаю, я просто, чтобы они не заменяли нормальное лечение, если оно нужно. Я против продвижения гомеопатии, я против ее причисления к терапевтическим методам. Я же не буду бороться с молитвой, например, да, или с шаманизмом. Как я против шаманизма? Почему? Пусть бьет бубен, пусть бегает вокруг костра. Мне это интересно. Должна ли гомеопатия продаваться в аптеке? С аптекой вообще сложно, потому что аптека как раз не показательна в этом смысле. И большинство из того, что мы видим на витрине в аптеке, не работающие препараты. Или бесполезные, или невредные, или вообще не нужны. То есть то, что работает, оно в ящичках лежит где-то сзади. Если у препарата есть какая-то реклама, например, на телевидении, или есть реклама в журналах, да, почти наверняка это не работающий, бездоказательный или ненужный препарат, излишний. Должна ли гомеопатия продаваться в аптеках? Если мы строго говорим, то в аптеках надо выкинуть не только гомеопатию, надо выкинуть еще кучу всего. Будут ли аптеки после этого бизнесом выгодным, я не знаю. Ты все время употребляешь слово «осознанность». Что на самом деле значит слово «осознанность»? Осознанное отношение, осознанный выбор, осознанность. О чем это? Так, если очень грубо, я думаю, что большинство людей живет, не приходя в сознание, всю жизнь. И очень важно, когда человек начинает понимать, что руководит им, что руководит его поступками, как на самом деле выглядят его отношения, когда он видит паттерны того, как это устроено, механизмы разнообразные, распознает свои механизмы, почему он реагирует так на то или другое. Да? То есть когда у нас какая-то острая реакция, это чаще всего же не реакция, которая возникает на конкретного человека. Это очень часто какие-то проекции и реакция, на самом деле, на какую-то травму из прошлого. То есть понимание того, что ты делаешь, почему ты делаешь, зачем ты делаешь. Вон у меня плакат висит, там написано «Зачем?». Мой любимый вопрос. Зачем ты это делаешь? Это есть осознанность. А когда мы просто существуем, делаем, что придется, туда-сюда мыкаемся, как-то впадаем в одни и те же отношения, по-одинаковому в них страдаем, потом снова впадаем или в любовные, или в рабочие. И, короче говоря, особенно если человек существует в каком-то колесе, это неосознанно. Да? Он не разобрался, почему он так себя ведет, зачем он это делает, к чему это его приведет. И продолжает поэтому снова и снова поступать точно так же. Мне кажется, это важнейшее качество людей, просто которое очень сильно меняет жизнь, качество жизни меняет. Когда ты начинаешь понимать, почему, что происходит, позволяет обрубать ненужное очень легко, какие-то ненужные связи, ненужные аффилиации, какие-то куски работы, которые возникают где-то, да, позволяет понять свое собственное отношение, почему мне от этого грустно, почему меня это задевает, то, что сейчас происходит. И разбираться в этом, мне кажется, дико интересно. Когда я разобрался, когда я что-то понимаю, это позволяет мне в каком-то смысле управлять этим. Как человек, которого задели, может просто пойти набить морду, наколошматить, еще что-то, не понимая, что с ним происходит. А может просто сказать себе: что-то я себя чувствую, я задетый, мне что-то я злюсь, что-то я это... И уже просто осознание этого к совсем другим результатам приводит. Справедливость или милосердие? Я за милосердие. Свобода или стабильность? Я за свободу. Правда или безопасность? Это ложная дихотомия, потому что правда это
очень субъективное понятие. Поэтому я не знаю, чья правда и чья безопасность. Нам часто говорят, Лучше что моя есть... безопасность, чем чужая правда, это точно. Хорошо. Вот. Семья или работа? Семья. Все, спасибо.